Всем привет, меня зовут Сырин Евгений. Сегодня покажу вам, как писать работу в таком быстром этюдном стиле, буквально за 10-15 минут, но у меня как бы чуть подольше это будет занимать, потому что я еще записываю. Вот, но в принципе это 10-15 минут. Так, давайте расскажу по краскам, что я буду использовать. То есть это будет ограниченный набор цветов, то есть белило-титановое, кадмий желтый средний, охра светлая, охра красная, теплая, какой-то коричневый, сиено жженый, по-моему, и черный. Вот, и такого набора нам хватит. Ну, первым делом я просто возьму и затонирую весь лист каким-нибудь нейтральным таким теплым коричневатым цветом. То есть мы берем и проходим полностью всю плоскость. Используем растворитель, чтобы чуть-чуть это все растащить и не оставить белого листа, который нам не нужен сейчас. Маслопластический материал, он как бы хорошо тянется, поэтому мы можем создать здесь любую фактуру, но нам вот для начала хватит такой. Композиция настроится на том, что два больших предмета у нас стягиваются в правую часть, и маленькое вот это зеленое яблоко, оно как бы уравновешивает. То есть вот по какой-то такой логике мы будем выстраивать. Большой предмет мы убираем с центра. И вот это яблоко у нас здесь будет держать край. Вот, мы просто намечаем какие-то основные детали, не вдаемся в подробности, намечаем также вот эти вот драпировки, складки, которые здесь идут. Вот, и уже можем переходить к работе с цветом. То есть у нас ограниченное количество времени, поэтому мы должны действовать очень быстро. Ну и дальше самое очевидное, что мы здесь можем сделать, это ударить по вот этому темному предмету. То есть это как бы самый очевидный момент, от которого мы будем отталкиваться. Мы просто берем вот этот коричневый, можем даже с черным, и можем его ударить прям вот в полную силу. То есть это прям такая некая точка, от которой мы потом будем отталкиваться. То есть мы прям сразу ее вот так вот закладываем. Ну, можем где-то там, не знаю, чуть посветлее сделать вот этот. Но, в принципе, ее можно оставлять прям таким темным пятном. Вот, это самое темное место, которое у нас здесь будет. Вот, далее к этому месту мы можем уже подобрать фон. То есть мы выстраиваем такую логическую цепочку от самых темных к светлым местам. То есть дальше у нас пойдет фон и вот эта вот серая тряпка. Итак, фон вот этот мы уже будем мешать с белилами. Берем белый, коричневый, можно немного добавить растворителя, охры. И, конечно, к такому теплому подмалевку мы каждый из замес наш должны делать теплым. Хорошо все это дело перемешиваем. Вот, и смотрим к вот этому краю. Можно немного еще красноватого добавить. Немного. Ну вот что-то такое, да. И быстро закрашиваем фон. Опять же, можно оставлять какое-то пространство между мазками, чтобы там пробивался наш подмалевок. Это красиво и живописно смотрится. Далее с этим цветом мы будем смотреть серую тряпку. Она у нас чуть попроще по цвету и похолоднее. Соответственно, уменьшаем количество охристого и добавляем больше черного. Также важный момент, у нас вот эта плоскость тряпки, она должна быть светлее, чем тень на яблоке. Так, мы сделали цвет похолоднее, и вот можем сейчас
посмотреть, как он будет вообще работать. Ну вот в этом месте я прокладываю светлые мазки с тем учетом, что яблоко мне придется утемнить. И куда-то сюда нам надо тоже сделать продолжение. Также мы сразу можем положить вот эти сочные цвета. То есть вот этот оранжевый фрукт, нам важно сохранить вот эту яркость и чистоту цвета. Поэтому мы можем вот добавить что-то такое активное. Вот так вот сразу обозначим теневую часть. Потом мы еще сверху будем зажигать этот цвет таким мощным светом. Вот. И так как у нас есть этот цвет, мы его можем куда-то вот сюда еще засунуть, потому что он там явно должен отражаться, и там должна быть ответка. И точно так же нам нужно намешать цвет яблока. Оно у нас будет чуть зеленее, тоже там нужен нам активный цвет. Его как бы хочется там провести. Но в то же время все равно я его немного усложняю красным. Ну, давайте попробуем что-то вот такое вот. Мы тоже проходим по теневой стороне яблока. И точно так же мы его можем куда-то вот сюда сунуть в кувшин, потому что он тоже должен там находить какой-то отклик. И можно даже куда-то сюда. Также пока у меня чистая кисть, мы сейчас пройдемся по вот этому оранжевому фрукту. Когда хочется намешать такой яркий сочный цвет, вот, и хочется, чтобы он оставался у нас. И мы его сразу обозначим, чтобы потом как бы под него адаптировать уже какие-то цветовые сочетания. Вот что-то такое. Вот такими большими мазками мы обозначаем. И куда-то, скажем, сюда можем внести ответочку. Теперь мы можем заняться, скажем, вот этим фоном. Нам его надо чуть-чуть посадить. Масло требует очень хорошего замеса. Нам приходится довольно сильно нажимать на кисть, чтобы цвета смешивались и не было ни промазов. Так, этот цвет у нас, скажем, будет где-то вот и здесь проходить, на переднем плане. Мы его также можем вот так вот смело обозначить. А туда, на дальний план, нам нужно его немного утемнить и успокоить, чтобы он не смотрелся там слишком активно. Да, то есть вот что-то такое довольно спокойное отношение. Здесь он может даже сливаться пока. Очень важно смотреть за контрастами. То есть таким образом мы управляем взглядом зрителя, направляем его в то или иное место, куда как бы нам надо, чтобы он смотрел. Ну и сейчас из таких явных моментов нам хочется сделать вот эту тень на серой драпировке, может быть, падающую тень под яблоком, и здесь ее проложить. И уже потом мы будем работать со цветами, то есть мы будем вытягивать вот эту белую тряпку, будем работать со цветами на фруктах, и уже потом, в самой последней очередь, перейдем сюда. И опять же, как бы надо смотреть за временем, то есть обязательно делайте себе временные рамки, то есть 10-15 минут и не больше. Вот приблизительно такой временной отрезок.
И в такой этюдной манере, когда вы пишете, вам обязательно нужно стилизовать предметы. То есть мы все упрощаем. Мы избавляемся от деталей, делаем все простыми такими четкими мазками и уходим в немного такой декоративный подход. Также вот этот свет, который у нас появился в тряпке, мы можем им же, скажем, обозначить свет на вот этом кувшине. То есть он у нас как раз подходит и перекликается. То есть всегда смотрите, какие замесы вы можете где использовать, опять же, чтобы соединить цветовую гамму. И вот туда, скажем, еще можно засунуть. Цветовая гамма должна перекликаться, цвета должны жить между собой. То есть все это должно быть по такому родственно-контрастному принципу сделано. Также давайте сейчас займемся вот этой тенью на белой тряпке. Она должна быть у нас теплая. Положим несколько таких мазков. Вот. И цвета я оставляю на самый последний момент. Это как бы такой ответственный момент. И как раз за счет них мы можем сделать работу очень выразительной. Ну и в принципе к ним надо довольно так аккуратно относиться. И где-то мы можем, скажем, подчеркнуть что-то. То есть здесь мы можем сделать, добавить такую графику. И тут тоже под яблоком. Ну что, пришло время вытянуть первый план и вообще ударить по вот этой светлой драпировке. Но опять же, я не буду делать ее сейчас супер светлой, то есть нужно оставить себе возможность ее еще высветлить. Также вы можете посмотреть, на каком расстоянии я смотрю. Понятно, что у меня здесь камера, я снимаю, но если бы я даже не снимал, я все равно бы стоял вот так вот на расстоянии вытянутой руки. Даже когда ты пишешь довольно маленькую работу. Это как бы важный момент, как бы чем дальше вы отходите, тем лучше вам видно, что происходит. И вы можете лучше как бы управлять ходом работы и вести работу как бы в нужном направлении. На таком теплом замесе я делаю. Ну и давайте попробуем. Ну и, скажем, сюда можно посильнее мазок поставить. И обязательно там вот за предметом нам надо пропустить свет. Также на заднем плане у нас эта же тряпка пробивается вот здесь вот. Ее надо смотреть там с яблоком, как они между собой работают. Вот. И с этой стороны она у нас тоже будет выходить. То есть здесь она у нас чуть ярче и контрастнее, там уже спокойнее. То есть там все должно сидеть. Задний план как бы обязывает нас все смягчать, чтобы у нас как бы картинка не выворачивалась оттуда, чтобы как бы все сидело довольно спокойно. Также мы можем вот здесь сейчас положить падающую тень от этого оранжевого фрукта. Она у нас будет такая тепловатая. И я уже как бы все равно стараюсь использовать те цвета, которые есть у меня на палитре. То, что, вот то, что замешалось, мы как бы с этим и работаем. Здесь как бы достаточно цветов, и надо смотреть, чтобы все это перекликалось. Никакой детализации, то есть мы все упрощаем, не смотрим там на какие-то веточки, изгибы. Вся форма намного проще. Не так вдаемся в подробности. Здесь важно взять именно большие отношения, понятие света, тени и отношения между самими предметами. Ну что, сейчас мы можем намешать цвет на яблоке, то есть его нам не хватает. Используем кадмий желтый. Хочется, чтобы оно было все-таки такое довольно яркое, но в то же время подчинялось нашей цветовой гамме. Ну вот что-то такое, скажем. И куда-то сюда можно поставить какой-то переходный такой мазочек.
Какой еще важный момент? То есть нам важно вот с этих сторон сделать драпировку прямо светлее, чем само яблоко. Именно за счет этого оно и делается объемным. Мы как бы с самого начала это закладывали, но вот в процессе этот момент чуть сбивается, и поэтому нам приходится опять возвращаться. Вот сюда прям можем поставить мазочек, и вот это место нас прям сильно заботит. И можем где-то здесь ударить по первому плану. Также драпировку мы упрощаем до нескольких плоскостей. У нас есть вот эта вот большая плоскость, которая освещается, и такой бачок, то есть можно ее представить как книга, если вот так вот упростить все это. Так, а на дальнем плане, опять же, эту драпировку нам выгоднее вот здесь вот утемнить. А сюда опять поставим яркий мазочек вот этого яркого оранжевого предмета. Вот сюда еще можно запустить свет. Также ударить светом по вот этому переднему плану. Делаем прям такие мощные мазки, чтобы выдернуть именно вот этот передний план. И вот так вот сюда. В такой стилистике, конечно же, многое строится на таких вот эффектных мазках. То есть на вот такой стадии уже можно, скажем, и сильно на кисть нажимать и пользоваться какими-то непромессами. То есть в данном случае это уже как бы уместно смотрится. Ну что, еще раз мы можем ударить вот сюда вот по свету на этом оранжевом предмете. Он у нас чуть-чуть съехал, когда мы добавляли сюда темного фона. Поэтому берем опять подмешиваем. И делаем вот такой мазок. Вот он как бы у нас загорается, и вновь все стоит на свои места, он продолжает работать. Также обязательно надо смотреть за тональностью отношения предметов, что у нас светлее, что темнее. Темные предметы не должны быть пересветленными, светлые не должны быть слишком темные в тенях. То есть это как бы такие главные проблемы. Также этим светом мы можем вот сюда ударить, скажем, по бочку. Да, пускай он такой будет. И какой-то активный свет еще хочется поставить на яблоке. То есть такой завершающий свет. Вот сюда, вот так вот, да. И может быть где-то подсбить. Ну, опять же, как бы вот лучше не вдаваться в детализацию, пусть он будет проще, жестче, но выразительнее. То есть основные моменты мы поймали, отношение к свету, пропустили как бы свет за предметом, и вот он уже как бы объемный смотрится. То есть здесь есть объем, и цельное темное пятно сзади. Берем маленькую кисточку и можем добавить какой-то эффектной графики. То есть всегда такие вещи очень приветствуются, они прикольно смотрятся. То есть мы поработали большой кистью, заложили большие плоскости, и сейчас нам надо добавить графики. То есть опять же пятно и линия. Где-то что-то немножко подчеркнуть. Скажем, вот сюда мы можем чуть поставить первый план. Вот какие-то такие выразительные штуки. Также под предметом здесь то же самое, чтобы глазу было интереснее воспринимать все это дело. Ну, также мы можем немножко тронуть вот этот кувшин на дальнем плане, но опять же это надо делать довольно спокойно. То есть у нее там есть вот эти ручки, ну, не знаю, можно там их чуть обозначить, как бы, скажем, здесь тоже. Но это уже такое, это уже не обязательно, это уже как бы
Здесь мы просто сбили, у нас там был такой черный цвет, он там нам был не нужен с края. Ну и можно, скажем, поставить некий блик уже на нем. Но только надо это делать спокойно, чтобы он, опять же, не вылетал. Ну вот. Вот что-то такое. Ну все, на этом можно оставлять. То есть это классическая такая этюдная техника. Здесь главное не переделывать, главное входить в временной там тайминг 10-15 минут. Вот. Все мы стилизуем, все обобщаем, работаем с отношениями. И, в принципе, вот такая стилистика должна раскрепостить вашу технику. То есть обязательно чередуйте длительные работы с такими короткими эффектными этюдами. Опять же, они не сразу будут получаться. То есть это нужна определенная практика, нужно немного поработать, поделать, там 1, 2, 3, может быть 4 подряд. И тогда вы будете раскрепощаться, будете чувствовать, как ставить вот эти эффектные мазки и на чем здесь можно играть и отрываться. В общем, очень полезная штука. Обязательно пробуйте, делайте. Всем спасибо. Все, до следующих включений.